Братцы и сестрицы, господа, привет! Сегодня я вам расскажу о своих впечатлениях в оставшихся славянских странах, о которых я не говорил в предыдущем зриве. Те из вас, которые не смотрели предыдущий зрива, предлагаю это сделать, чтобы вам был более понятен контекст и чтобы не думал кто-то, что кого-то из славян мы пропустили. Итак, начнем. Чехия. О Чехии я впервые услышал, когда я был совсем маленький. И это было в основном в контексте того, что у нас показывали мультики чешские. Такие, хорошие были. Сейчас, когда вспоминаю. Чехия была всегда такой образцовой славянской страной. Это для нас, южных славян, и исторически так сложилось, потому что все мы входили когда-то в Австро-Венгрию. Значит, славяне Австро-Венгрии — это чехи, словаки, русины, украинцы, поляки, словенцы, хорваты, сербы. Чехия была в этой Австро-Венгрии самой передовой частью империи. Обычно какие-то новые такие панславистские идеи, как ни странно это с сегодняшней точки зрения, зарождались именно в Чехии. Там родилась славистика как наука. Там жил и работал Йозеф Добровский, который еще известный как отец славистики. Он был иезуитским священником и первым таким познавателем славянских языков уже в структурированном научном смысле. И, как считается в науке, он как раз основатель славистики. Поэтому от Чехии вот эти впечатления были очень хорошие. И потом с детства я еще помню, что к нам на юг приезжали чешские, как их назвать, купцы. На машинах приезжали тут по деревням и продавали всякий там товар, всякие вилки, ложки, помню, были всякие тут приборы для кухни. Помню, что меня зацепило уже тогда, как это началось. Это факт языка просто. Мне этот чешский казался каким-то похожим языком к нашим языкам. То интересно, что мы можем понимать друг друга. Естественно, не во всем, но для тех разговоров между покупателем и продавцом, все договорились, в общем, все можно было договориться. И еще у нас в Хорватии чехи славятся и тем, что они очень много хорошего для Хорватии сделали исторически. Допустим, чехи имеют одну из главнейших ролей в основании хорватского туризма. И в Хорватии как туристической страны, там в конце 19-го, в начале 20 века. Также свой вклад они внесли в развитие всем известного сейчас уже хорватского футбола. Все это было как-то связано с Чехией, особенно с Прагой. А когда я немножко уже подрос, я начал больше интересоваться славянами, тоже чешским языком. Но мне как-то всегда казалось, что словацкий все-таки нам, южным славянам, ближе, и его намного легче понимать. Поэтому, что касается языка, это был один из последних славянских языков, который я начал изучать, и даже сейчас я им пользуюсь, может там что-нибудь простое могу сказать, но у меня проблемы создает знание словацкого языка, потому что мой чешский очень быстро принимает на себя словацкие формы, и получается такая мешанка чешско-словацкая. Хотя, если бы я некоторое время прожил в Чехии, естественно, мой язык бы стал чешским, таким, как должен быть, литературный. Еще, это я позже узнал, такой факт, что у меня есть родственники с чешскими корнями, в том числе из Северной Чехии, там из одной деревни. Это семья моих двоюродных братьев и двоюродной сестры. Так что вот так получается. У них там еще есть и русские или русско-украинские корни, так что у них есть все. Есть западные славяне, есть восточные славяне и есть южные славяне. Такая прям славянская семья, можно так сказать. На самом деле у меня довольно долго не получалось посетить Чехию никак. Я Чехию только проезжали через Брно. Там ночью останавливались, а ночью что можно видеть просто? Вокзал как вокзал, и все. То же самое потом было, когда мы один раз с супругой возвращались из России, тоже через Варшаву, и потом через Чехию, через Брно. Тоже мы там были ночью, там надо было ждать где-то 2 часа на другой автобус. И это было довольно неприятный опыт, потому что это было очень поздно ночью,
Везде ходили какие-то подозрительные, опьяневшие люди. И ну, это не совсем приятно. Давайте лучше я о приятном расскажу. А о приятном так. О Чехии до того времени, как я в нее поехал, услышал очень многое. Очень многое тоже благодаря моей учебе, когда поступил на славистику, на сравнительное славянское языкознание в Любляне. Там Чехия очень часто встречалась, как раз как страна, которая дала очень много известных и хороших славистов, которые обнаружили очень много новых вещей в славянском мире в целом. Если упомянуть уже, Йозефа Дубровского упоминали, потом Франтишка Палацкого. С Чехией ассоциировались и многие известные слависты, и также очень многие известные исторические персонажи, которые очень много вложили в то, чтобы славяне лучше знали друг друга, и которые сами были, как ни странно, довольно великими панславистами, потому что панславизм по-настоящему как движение родился в Чехии. Это факт, о котором сейчас не так много говорится. Особенно у западных славян, у поляков к панславизму относятся вообще как к чему-то русскому. Но да, может быть, есть некоторые моменты панславизма, которыми пользовалась Российская империя. Но вообще как идея сотрудничества славян, она родилась именно среди чехов. Этого не стоит забывать. Потом эти отношения, особенно сейчас, между Чехией и Россией очень сильно ухудшились, к сожалению. Особенно в второй половине 20 века. Чехии еще все очень хорошо помнят события 1968 года, когда Варшавский пакт вел свои войска в Чехию, в Чехословакию. И хотя это было не очень долго, это почему-то так сильно запомнилось и так сильно раздувается, что как будто ничего до этого не было. Еще очень часто слышал, что упоминают некоторые чехи Карла Havlíčka Borovského, который сказал, когда путешествовал в Россию, в Российскую империю, что русские сначала называют все славянским, чтобы потом все славянское назвать русским. И это, конечно, используют вне контекста, не упоминают то, чем Havlíček Borovský занимался помимо этого, что несмотря на то, что он был разочарован этой имперской политикой Российской империи, он все равно продолжил знакомить чехов с русской культурой, с русскими. Можете загуглить прям его труды, которые он написал. Естественно, что касается прям империальной элиты Российской Федерации, хотела сказать, Российской империи, они были не особенно склонны славянам и не особенно готовы были разрушать порядок в Европе просто для того, чтобы все славяне объединились, а больше были лояльны к другим монархиям. То есть, чтобы монархии сохранились, чтобы порядок сохранился такой, какой есть, и все. Обычно и в России не можем сказать, что прям идеально относились к панславизму и к панславистским идеям. Даже прогонялись такие кружки, например, Кирилло-Мефодиевское сообщество из Киева, украинское, или малорусское, среди декабристов, тех, кто был за сближение славян. Так что та точка зрения, которая часто слышится в польском пространстве, что панславизм — это что-то русское, это отговорки. Вернемся к Чехии. Да, значит, эта Чехия дала славянскому миру очень многое, в том числе у нас хорватскому миру. В Хорватии и в Словении очень многие люди на протяжении истории смотрели в Чехию как на свой пример, особенно в конце 18 и на протяжении 19 веков и в начале 20 века. У нас был очень популярный чехословацкий президент, первый президент Томаш Масарик. До сих пор есть улицы в каждом городе. В Хорватии есть улицы в честь Масарика. Он был тут каким-то примером тоже. И также, что касается славянской истории, очень многие словенцы получали образование в Золотой Праге. Очень многое оттуда принесли, в том числе и многие песни, которые сейчас считаются фольклорными и своими. Так что можете услышать одну и ту же песню в чешском языке и в славянском, допустим. Даже чешский государственный гимн с такой судьбой. То есть в Чехии это было «Где домов мой, где домов мой». А в Словении «Ке дом je мой, ке дом je мой». И так далее. В Чехии произошел первый конгресс панславистов в 1848 году на Славянском острове.
который на реке Вултаве находится. Ну, и наконец-то я эту красивую, прекрасную страну с прекрасной природой посетил вместе со своей супругой, потому что у нас именно в Праге и в Чехии было наше свадебное путешествие. И Прага как город меня довольно удивила. Она действительно золотая. Там все очень красиво сделано, но не скажу, что я бы жил в этом городе. Он красивый для туристов, так я бы сказал. Все-таки для моего вкуса слишком много людей, слишком много движухи. Ну и мы посетили еще Кутную гору. В Кутной горе и Праге мы посетили все возможные места, но почему-то, не совсем не помнится почему, мы не посетили именно тот славянский остров, где проходил панславянский конгресс первый. И об этом я до сих пор жалею. Так что я надеюсь, что я в Чехию еще поеду, и что я там еще увижу все, что осталось. Про Чехию пусть это будет все. Польша. Польша, вот сама эта страна моя большая любовь. И поляки как народ, пожалуй, это славяне, с которыми у меня самый такой теплый опыт. Везде, где бы я поляков не встречал, всегда это были такие приветливые, теплые люди, готовые на разговор, готовые помочь, готовые дружить, готовые общаться. Польша. Это страна мечты. О ней я тоже знал довольно долго. Лет с 16 начал с ней активно знакомиться, в основном через фильмы на славянские или раннеславянские темы, когда впервые вслушался в язык, который на тот момент мне казался действительно довольно сложным. Даже был такой момент, когда мне польский казался самым сложным из всех славянских языков, что в конечном итоге потом повлияло на то, что я выбрал именно этот язык как свой первый западнославянский язык, потому что логика была, если я выучу самый сложный язык, то все остальные славянские языки будут просто совсем простые. И так вот эта любовь просто закрепилась. И первую возможность посетить Польшу я получил в 2012 году, который для меня, что касается всяких путешествий, имеет довольно большое значение, ибо как раз этот год был год, когда я впервые посетил Израиль, что для меня особенно важно, как для христианина. И это был год, в котором я посетил впервые Польшу, Восточную Польшу, ту часть, которая еще входила в славянскую прародину. И это был город Люблин. Тут тоже была история такая, это я через теологический, через богословский факультет туда ездил, на католический университет Иоанна Павла II. И я помню, что одна курсница тоже в то же самое время хотела по обмену поехать в Польшу. И я изначально хотел ехать в Краков, естественно, потому что Краков — исторический город, очень большое значение историческое, и хотелось попробовать там пожить. Но потом эта однокурсница, она очень сильно туда хотела, и у меня спросили, не хотели бы я в какой-нибудь другой город поехать в Польше, и там предложили список. И я смотрел, что как можно более восточно, и, естественно, это был город Люблин. Думал, в Краков я и так еще поеду, не последний раз, наверное, в Польше. Ну и я поехал. Это было не без сложностей, потому что поначалу мне сказали потом уже, что я не могу поехать никуда по обмену. А потом, когда уже семестр длился месяц, мне сказали, что вы все-таки можете приехать и приезжайте. И да, забрали у меня 1 месяц жизни в Польше. Ну, неважно. Я потом там прожил, около полугода. И у меня было довольно много намеренных решений, как я буду там общаться. Первое решение было в Польше, я буду говорить только на польском. Никакого английского и никакого другого языка. Все, только польский язык, все. И так оно и было. Так было в поезде, везде пытался использовать польский, который на тот момент у меня был довольно ломаный, я бы сказал. Но и в общаге я тоже выразил желание, что я хочу жить с поляками в польском общежитии, что меня не интересует весь этот Эразмус там со всякими другими, а я хочу именно с поляками, потому что у меня цель выучить польский, познакомиться с поляками, узнать культуру, впитать все это в себя. То есть, да, это была главная причина. И
Я помню поездом, как я ехал через Чехию, через Брно, и въехали там где-то в этой Силезии, въехали в Польшу, потом через Краков и на север в Варшаву, и потом опять из Варшавы вниз, то есть на юг, на юго-восток, в Люблин. И я помню, когда я сидел в поезде, когда просто смотрел в окошко, когда смотрел на природу, у меня было такое что-то теплое на моем сердце. Чувствовал себя так, как будто приехал в свою давнюю родину. То есть действительно было ощущение, как будто я приехал в славянскую прародину. И я не мог насмотреться всего вокруг себя. Меня природа очень сильно поразила. Хотя кто-то бы сказал, что она совсем обычная, ничего особенного, просто леса и эти холмики и так далее. Но мне понравилось. Был какой-то такой хороший дух. Так приехал в город Люблин на университет Иоанна Павла II, на богословское отделение. И там, естественно, слушал все предметы по-польски. В основном это были богословские предметы, но были и такие предметы, как история и природа иудаизма. Это мне было всегда интересно. Ну, вообще, меня религии интересовали и интересуют все религии. То есть пытаюсь их понять. Ну, понять. Не принять, как я в это верю, а понять. Это разное. Я свой дом совершенно ясно и четко нашел в христианстве, в православии. И это уже другая история. И еще один такой предмет, который там был более исторический, это была история древнего Ближнего Востока. Это была одна из вещей, которой я очень сильно гордился, потому что у нас там, когда был экзамен по истории Ближнего Востока, просто забавно было, что несмотря на то, что все было на польском, и что мне было довольно сложно тогда из-за языка, на тот момент еще, что я все равно сдал этот экзамен, получил все баллы, тест обогнал поляков и сам получил верхнюю оценку. Так что потом и профессор отдельно похвалил, сказал, что вы разбираетесь в этом. Живя в Польше, у меня было много таких занимательных моментов. Например, однажды я на факультете, помню, собирали подписи, собирали людей, кто хочет научиться ездить верхом на коне. Естественно, я это очень сильно хотел, так как в детстве слушал дедушку, как он хорошо ездил верхом. Я сам хотел тоже овладеть этим. И на тот момент я еще изучал индоевропейцев, праиндоевропейцев, и то, как они связаны как их культура связана с конями. Да, все это меня очень сильно мотивировало. И я пошел туда, конечно, 20 часов езды верхом отделал, но там было не всегда все так по правилам безопасности, но я тогда не знал. Только когда вернулся в Словению, и когда я рассказал об этом своей двоюродной сестре, которая занималась лошадьми, и у которой было очень много коней, и она мне сказала: а как вы так ездили? Я говорю: нам сказали просто, не бойтесь, давайте. Я не боялся. И попробовал, так нам сделали. То есть нам когда-то сказали: встаньте на лошадь. Ну, я просто встал. Вернее, не сказали «встаньте на лошадь», а сказали: сделайте на лошади что-нибудь свое. Ну, я встал на лошадь так и на спину, и вот так попробовал ездить верхом. Но однажды я упал с лошади. Там была одна кобыла, ее звали Заря, и она была типа самым лучшим конем, который вообще у них имеется. И в тот день погода была плохая, шел какой-то снег, и поверхность, по которой мы ездили, была со снегом, со льдом, такая непонятная, то ли снег, то ли лед. И мы в тот день ездили без седел. Седел, так говорится. Ну да, я просто сел, и я помню, что она вместе со мной подскользнулась и испугалась очень сильно. И она начала прыгать так вот туда-сюда.
И я в какой-то момент подумал, лучше будет, наверное, если я как-нибудь безопасно упаду сейчас, нежели она меня потом где-нибудь, не знаю, что сделает со мной. И я упал на правую ногу, я очень долго потом не мог нормально ходить, но я ничего не сломал, все было нормально. Я вернулся потом на коня, и все было дальше нормально. Но, в общем, это такие прекрасные воспоминания из Польши. Еще меня на тот момент очень сильно удивило. Я всю жизнь слушал, как поляки и русские очень сильно ненавидят друг друга, а там в общаге меня встретило вообще другое. Это, правда, было в 2012 году, до всех событий, которые происходят сейчас. Но меня удивило, что мы вместе с ними пели русские песни, польские тоже, украинские. Там один украинец тоже с нами жил. И не было между нами там никакого конфликта по поводу этничности, национальности. Нет. А просто мы все дружили, общались. И мне было там очень хорошо. Это так более личная часть моего опыта с Польшей. Да и потом, когда я вернулся из Польши, опять же, в Словению, в общагу, я там жил в общаге, где жили одни иностранцы, а среди этих одних иностранцев больше всех было поляков. И поэтому я с поляками и ходил по вечеринкам, и гулял с ними, и общался, и, в общем, улучшал свой польский язык, получил новых друзей польских, вот. И опять то же самое повторилось в Болгарии на летней школе. Тоже больше всего там было людей из Польши. Так что, опять же, я получил такую хорошую возможность тренироваться в языке. Естественно, потом вещи немножко поменялись, и, супруга у меня русская, естественно, русский язык стал у меня более доминантным после этого времени. Как сказать, польский до сих пор это как какие-то теплые чувства. И польские, и Польша, и поляки. Я всегда рад видеть поляков у нас в Хорватии, да и вообще в любом месте, где бы мы ни встретились. И связывает меня с ними исключительно хороший опыт. Ко мне все относились хорошо и приглашали тоже в Польшу. И когда мы раз с супругой ездили, возвращались из России, из Москвы через Варшаву на славянский юг, тоже тогда нас там приняли наши польские друзья. Если вы смотрите, спасибо огромное. И показали нам и Варшаву. И я могу сказать, что Варшава мне, хотелось бы сказать, безумно понравилась, как город. Мне очень нравится, когда город зеленый, когда там много природы. И нас отвезли в парк Łazienki, где вообще мы и павлинов кормили с рук, и там очень-очень такой здоровый парк. Сам город, конечно, но его по большой части реконструировали, потому что был практически уничтожен во времена Второй мировой войны, но там было круто. И после этого мы еще поехали в Краков, посмотрели в город, он меня впечатлил. Естественно, 1-2 дня, этого, конечно, недостаточно, чтобы мы посмотрели все занимательное в городе. Но будем надеяться, что когда-нибудь еще поедем туда. Вообще, Польша, могу сказать, что это одна из моих любимых славянских стран, без преувеличений, особенно восточная часть Польши. Видимо, мне опять придется закончить с Риво, потому что заканчивается у нас тихий час, люди начинают работать, и, естественно, все это довольно громко, и я не могу продолжить записывать с Риво. Подождите, остановилась. То, что мне показалось потом особенно интересным, я делал генетический тест, генетическое тестирование по людям, которые генетически самые похожие на меня, или на которых я больше всего похож. И нашел, что это как раз территория юго-восточной, южной Польши и западной Украины. И мне это показалось очень здорово. Я даже нашел однофамильцев, что меня тоже удивило, как-то так. И нашел даже через определенные страницы, через определенных людей
и далеких, но все-таки родственников из Южной Польши и Западной Украины. Так что, да, такие вот дела с Польшей. Я уже довольно долго все-таки говорю, поэтому давайте оставим восточных славян для отдельного зрива. То есть там я расскажу потом о своих впечатлениях о Беларуси, России и, конечно же, Украине, сердцу славянской прародины. Так что до следующего зрива, господа.